Ого, совсем скоро Хэллоуин и день рождения моего канала. Эти 2 года пролетели действительно очень быстро. Поздравьте меня лайком под этим видео, а можно даже коммент написать. Мне будет очень приятно. А теперь к страшным историям. Впервые со словом сталкеринг я столкнулась, смотря аниме. Это когда какой-то подозрительный человек начинает слежку за вами с самыми разными целями. У меня есть история, где за мной пытался проследить какой-то дядька. Это случилось, когда я еще училась в старшей школе. Как обычно, после занятий я решила зайти в супермаркет рядом с домом, чтобы положить деньги на телефон через терминал. И как часто это бывает, центр на терминале работал очень плохо. И пока я боролась с этим аппаратом, ко мне сзади незаметно подошел охранник. Он сказал что-то вроде: «Нужно немножко волшебства, и терминал заработает». Мужчина тыкнул на кнопочку чуть ниже, и чек прошел. Я поблагодарила охранника, но он никуда не уходил и вообще начал спрашивать меня, где я живу и в какой школе учусь. Это было странно и страшновато. Поэтому я решила выбрать самый легкий вариант действий — игнорировать его. Сделала вид, что не услышала, и поспешила выйти из магазина. Но на самом перекрестке я краем глаза заметила охранника, который вышел за мной. Стало еще страшнее. Я решила себя успокоить тем, что, может, он просто вышел покурить или еще куда-нибудь. Но он прошел весь перекресток и продолжал идти за мной дальше. Мой счетчик страха уже начал нехило так зашкаливать, поэтому я решила ускориться и заранее подготовить ключи от домофона. С каждой секундой я двигалась все быстрее, но на деле это, наверное, было не так быстро, как казалось. Добравшись до подъезда, я просто взлетела по лестнице, ни на секунду не останавливаясь. И когда я пробегала 3-й этаж, то услышала громкий хлопок тяжелой домофонной двери. Наверное, в торопях я просто ее не захлопнула, и она медленно закрывалась, что дало возможность мужчине зайти в подъезд без ключа. Я мгновенно остановилась и, почти не дыша, подошла к краю лестницы и посмотрела вниз. Я увидела, как он стоял внизу, осмотрелся немного и вышел. Как хорошо, что он не посмотрел наверх в этот момент. Вот так вполне удачно закончилась моя первая встреча со сталкером. Но у меня есть история, где сталкером была именно я. А сталкером я стала совершенно случайно. Нет, вы не подумайте, я не одержима слежкой за симпатичными парнями. Ну, почти. Тогда я только-только получила права и еще очень плохо ориентировалась по городу. Я просто не могла делать несколько вещей одновременно и только следила за дорожным движением и боялась. Много боялась. В тот день отец дал мне важное задание. Мы должны были сдать машину в ремонт, а потом вместе вернуться домой. Звучит несложно, правда? Мне озвучили адрес мастерской, но это ни о чем мне не говорило. Потом папа начал объяснять, где примерно можно найти здание, описывая местность и знакомые дома рядом. Но я продолжала тупить дальше. В конце концов, он мне сказал просто ехать за ним, прямо как в кино. И я почему-то решила, что это очень легко. Ведь все в американских фильмах так делают. Вначале все было нормально, но папа, видимо, решил надо мной подшутить и на перекрестках давал газу и активно перестраивался. Ну или это я просто тупила, как обычно. Но я справилась и нагнала его чуть позже. Однако меня начало напрягать, что мы вообще начали ехать в какую-то другую сторону. Вот тут и город закончился, вот и район, о котором я никогда не слышала. Потом мы заехали в лес, где какие-то загородные дома, дачи, коровы. Наконец-то машина отца остановилась, и из нее вышел испуганный мужик. Некоторое время мы просто друг на друга пялились, а потом он, продолжая на меня смотреть, с опаской быстро нырнул за ворота дачи. Оказывается, я на каком-то повороте перепутала машины и тупо преследовала все это время какого-то левого дядьку. И хорошо, что мы просто друг друга напугали, а то неизвестно, чем бы это могло закончиться. Конечно, потом я увидела 1000 неотвеченных звонков от папы, и мне кажется, это было самое страшное в этой истории. Большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите в комментариях, были ли у вас истории про сталкеров или, может быть, вы кого-то сталкерили.